Всем привет! В этом видео вы узнаете, как сделать классную скрытую дверь, чтобы она хорошо смотрелась и в 3D, и на плане. Давайте сразу начнем. У нас здесь есть перекрытие на нуле и вот так 4 стены, которые имитируют какую-то комнату. Открываем инструмент дверь, переходим в его настройки, и здесь нам нужно выбрать одну из дверей. Это будет однопольная дверь, металлическая дверь, однопольная дверь, без разницы. У них у всех есть полотно, которое нам нужно. Это полотно стиль 1. Выбираем такое полотно и сразу давайте поставим ручку. Для скрытых дверей будет четко вот такая вот ручка, номер 8. В принципе все, давайте сразу разместим нашу дверь и посмотрим, как она выглядит. Размещаем, открывание снаружи. И сейчас наша дверь отображается вот так, да, то есть оранжевые линии, никакого размера, ни полотна, что-то вот здесь есть, какие-то прямоугольники на коробках, нам это не подходит. Для того, чтобы появилось отображение полотна, нужно поправить параметры модельного вида. Эта иконка находится вот здесь, нажимаем сюда, и в самом низу у вас будет предпоследняя ячейка. Открываете ее, детализация символов дверей, окон и световых люков. И вот здесь у дверей нужно поменять среднее открытое полотно, или что у вас тут стоит, на полное открытое полотно. Выбираем его и нажимаем ОК. Вот теперь у нашей двери появились и наличники, которые здесь есть, и сама толщина полотна. Давайте вернемся в настройки двери и сразу отключим наличники, чтобы они вообще нас никак не смущали. Какие наличники у скрытой двери, да? Дополнительные элементы. Снаружи и внутри снимаем галочку. Все, наличников нет. Нажимаем ОК, смотрим. Все супер. Нет наличников. Переходим в настройки двери снова. Номинальные размеры у нас стоят 900 на 200. Стандартные размеры для двери полотном 800 на 2000. Но здесь у нас размеры полотна не соответствуют, и мы его в процессе настроим на то, которое нам нужно. Теперь перейдем коробка и полотно. Если у вас нет этой вкладки, да, просто вот так вот откройте, и у вас она появится. Здесь ставим единая ширина коробки. И для удобства, так как у нас проем 900, полотно 800, то с каждой стороны остается по 50 мм. Поставим здесь 50 мм. Все, у нас стоит единая ширина коробки, поэтому у нас все выровнялось по 50 мм. Отлично. Перейдем в правую часть. Тут нам нужен 0. Никаких уступов нам не надо. И выбираем толщину полотна. Оставлю 40 мм. Это стандартная толщина полотна для скрытых дверей. В этой части нам нужно поставить не 115 мм и не толщину коробки равна толщине стены. Эту галочку снимаем, если она у вас стоит. Ставим здесь на 5 мм меньше, чем у вас значение толщины вашего полотна. Сейчас объясню, для чего это нужно. Это нужно для того, что когда мы будем размещать дверь, мы сделаем ее на 5 мм углубленную в стену. Для того, чтобы в 3D она отображалась без всяких там дополнительных линий. Поэтому ставим 35. Если у вас 50, соответственно, ставьте 45. Все, дальнейшие никакие числа мы не правим. И возвращаемся обратно в номинальные размеры и допуски. Видим, что у нас теперь, так как мы поставили толщину коробки по 50, у нас ширина полотна стала 800. Класс. Высота на 50 мм не соответствует. Как нам это поправить? Вот здесь наглядно все показано. Это разрез нашей двери. Вот так. И мы видим, что вверху можно настроить отступ. Как раз нам нужно 50 мм убрать. И ставим сюда 50 мм. И если вы делаете другой проем, это 2060 мм, например, тогда вам нужно поставить здесь 10 мм. И полотно у вас станет 2000. В общем, выравниваем вот этими параметрами наше полотно. А я верну все на 2100 и поставлю здесь, сколько, нет, не 60, 50. Нажимаем ОК. Теперь наша скрытая дверь почти готова. Сейчас у нас коробка не входит в стену.
Да, она как бы снаружи вот так находится. Нам нужно это поправить. Давайте обратно перейдем в настройки двери. Выбираем дверь. И теперь нужно найти такой параметр, как четверть. Если у вас его не видно, то проем в стене вот так открываем под группу и переходим в четверть. Здесь нам нужно выбрать самую последнюю. Это специальная четверть, мы ее сейчас будем настраивать. Выставляем четверть снаружи и четверть внутри. Обязательно снимите галочку «Одинаковая ширина четвертей». И давайте разбираться с этим окном. Слева у нас вид двери, как на плане, сверху в разрезе. А справа у нас вид двери вот так, сбоку в разрезе. Что мы видим здесь? Давайте справа начнем. У нас есть четверть вверху и четверть внизу. Четверть внизу нам явно не нужна. Поэтому мы нижнюю четверть отключаем. Ставим без четверти. Все стало как положено. Так как у нас полотно 2000 мм, а проем 2100 мм, поэтому мы закроем четвертью 100 мм сверху нашей штукатуркой. Пишем здесь 100 мм и здесь пишем 100 мм. Все, теперь наша дверь сверху будет оштукатурена четко до полотна. Четверть снаружи. Здесь мы ставим толщину коробки, которую мы выбрали. Здесь 50 мм. И с каждой стороны ставим 50 мм. Все почти готово. Остается вот эти 120 поменять на 5 мм, как раз которые мы оставили для того, чтобы заглубить нашу дверь. Все, теперь нажимаем ОК. И видим, что наша дверь коробкой заглублена в стену. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит в 3D. Вот здесь наша дверь. Она стоит на нуле. И видно, что она заподлицо со стеной. А вот с другой стороны у нас дверь уже к той стороне прижата, так как толщина стены 100 мм, у нас здесь есть 60 мм, которые от двери до вот этого угла. Давайте померим. Да, ровно 60 мм. То есть у нас получилась прям классная скрытая дверь. Теперь давайте, чтобы это классно смотрелось, настроим текстуры. Я сейчас покрашу две стороны стены в разный цвет. Выбираем здесь любую краску. Например, вот пусть будет краска белая с этой стороны. А с этой стороны мы покрасим вот в эту синюю краску. Отлично. Теперь дверь с этой стороны покрасим в белую. Но она покрасится и с той стороны, и нам нужно будет сейчас перейти в настройки двери и настроить ей цвет снаружи. Открываем параметры двери. Можно нажать Ctrl-T, английскую, Ctrl-E, русскую. Можно также нажимать сюда, как вы привыкли. Переходим в дополнительные параметры. И здесь нужно открыть реквизиты модели. Причем реквизиты модели для коробки полотна. Не для проема в стене и не для дополнительных элементов. У них тоже такие же вкладки есть. Мы открываем именно реквизиты модели для коробки. И выбираем здесь, что у нас полотно снаружи будет окрашено бледной лазурью. Нажимаем ОК и видим, что вот наше полотно теперь покрашено так же, как и стена. У нас получилась классная скрытая дверь. И сейчас давайте сделаем последние штрихи, поправим нашу дверь, уберем вот эти вот красивые оранжевые линии. И на плане они тоже у нас есть. Кстати, если вы работаете через графическую замену, у вас может все меняться автоматически. А как работать с графической заменой, я еще расскажу на этом канале. Открываем настройки двери. И здесь нам нужно перейти в самую нижнюю вкладку «План этажа и разрез». И вот здесь поставить наше перо, тоненькое черное. И у нас поменяется отображение двери, но не линии открывания. Чтобы поменять линию открывания, нам нужно перейти в другие настройки. Вот так это работает. Переходим к типу угол открывания, линия открывания двери. И здесь ставим галочки на 3D и 2D. И ставим тоже наше тоненькое черное перо. Все, теперь линия открывания стала черная. И в 3D тоже она стала черная. Хорошая линия открывания. И дверь смотрится просто шикарно. Теперь я скажу, как сделать точно такую же дверь, но с обратным открыванием.
Тут вообще ничего сложного, буквально пара кликов. Зажимаем пипетку, это Alt, впитываем параметры нашей двери, делаем ее рядом, также расположение наверх, но перед вторым кликом просто опускаем мышку вниз. И теперь у нас можно выбрать, в какую сторону будет открывание. Мы делаем вот такое обратное, чтобы дверь у нас открывалась вот так вовнутрь, но при этом заподлицо она стояла с внешней стороной стены. Посмотрим, как это выглядит в 3D. Точно такая же дверь, только видите, у нас линии открывания с внутренней стороны, они сплошные, а внутри у нас наоборот. Здесь сплошные линии открывания, здесь пунктирные. И если мы выбираем эти обе двери, переходим в настройки и выберем тип и угол открывания и поставим для 3D, например, 30 градусов. Увидим, что наши двери открываются в разные стороны. Все, вот так вот легко и просто сделать дверь, чтобы она у вас была классная и в 3D, и в 2D. Сохраняйте ее себе и просто воспринимайте параметры пипеткой для ваших других проектов. На этом все. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.